Иногда за кажущейся экзотикой кроется смертельная опасность. Возьмем для примера фугу, ядовитую рыбу из Японии. Ее печень и внутренности содержат смертельный токсин — тетрадотоксин. Даже малейшая ошибка при разделке может стоить жизни. В Японии готовить фугу имеют право только повара с лицензией, которую получают после нескольких лет практики. Но, несмотря на все меры безопасности, каждый год фиксируются случаи отравлений, некоторые с смертельным исходом, и все же это блюдо продолжает заказывать множество людей. Почему? Ответ прост — адреналин и статус. Фугу — символ риска и изысканности. Ее подают в дорогих ресторанах, а дегустация сопровождается особым ритуалом. Тонкая нарезка, особая сервировка — все подчеркивает уникальность момента. Люди приходят, чтобы испытать вкус смерти и при этом остаться в живых. Это гастрономический экстрим. В Китае и Корее есть свои версии ядовитой рыбы. Там тоже действует лицензирование, но случаи отравлений все еще происходят. Это доказывает, даже в современном мире, где еда максимально контролируется, остались блюда на грани. Фугу — не просто деликатес, а вызов. И хотя смертность от нее сегодня крайне низкая, сама возможность делает блюдо легендарным. Это напоминание о том, что за роскошью может скрываться опасность. Но самое интересное, не единственная ли это еда, которую люди готовы есть, зная о смертельной угрозе. Балут — это вареное утиное яйцо с почти сформированным эмбрионом внутри. Это блюдо популярно на Филиппинах, в Камбодже и Вьетнаме. На вид — шок. Внутри видны перья, клюв и кости. Для неподготовленного человека это не просто непривычно, а пугающе. Но в этих странах балут считается питательной закуской, особенно богатой белком. Его едят с солью, уксусом или пряным соусом и продают прямо на улицах. Обычно яйцо слегка надламывают, выпивают бульон, а затем съедают все остальное. Местные уверяют, главное не смотреть, а просто есть. Считается, что балут укрепляет здоровье, особенно у мужчин. Это почти энергетик в естественной форме. У блюда глубокие корни в культуре. Его едят на праздники, перед долгими поездками или просто как ночной перекус. В некоторых семьях это ритуал перехода к взрослой жизни. Для туристов же балут — вызов. Многие пробуют его ради фото или видео, не зная, как правильно есть и что именно внутри. Но самое поразительное — это контраст между внешностью и вкусом. Те, кто решается попробовать, говорят, похоже на обычное яйцо, но с мясным оттенком. Мягкое, солоноватое, с бульоном, похожим на крепкий куриный. Сам эмбрион — просто текстура. Брезгливость часто рождается в голове. Балут — один из тех продуктов, которые учат. Еда — это не только про вкус, но и про восприятие. Главное — отбросить страх и попробовать. Хакарль — это блюдо из акулы, которое считается одним из самых отвратительных в мире. Его готовят в Исландии из мяса гренландской акулы. Проблема в том, что в свежем виде это мясо ядовито. В нем содержится большое количество аммиака и других токсичных веществ. Чтобы сделать его съедобным, мясо зарывают в землю и оставляют там на несколько недель или месяцев. За это время оно ферментируется, после чего его подвешивают и сушат. В итоге получается продукт с резким запахом аммиака, напоминающим гниль и химикаты одновременно. Исландцы едят хакарль как часть национальной традиции, особенно на празднике Тора-Блот. Подают его кубиками, часто с крепким алкоголем, бреннивином. Это помогает перебить вкус и запах. Местные говорят, что настоящему мужчине нужно хотя бы раз в жизни попробовать хакарль. Туристы редко осиливают даже один кусочек. У многих начинается кашель, слезятся глаза, появляются рвотные позывы. А кто-то и вовсе сдается после первого вдоха. Тем не менее, хакарль — это не про вкус, а про выживание. В суровых условиях Исландии предки использовали все доступные способы сохранить пищу. Ферментация позволяла избавляться от токсинов и сохранять мясо на долгое время. Этот способ приготовления передавался из поколения в поколение. Сегодня хакарль — символ культуры, истории и стойкости. И хотя для многих это кошмар на тарелке, для исландцев — гордость. В некоторых странах мира блюда буквально продолжают двигаться у вас на тарелке. Один из самых ярких примеров — санакчи. Традиционное корейское угощение из живого осьминога. Его нарезают прямо перед подачей, и щупальца еще долго извиваются. Это не иллюзия. В щупальцах сохраняется активность нервных окончаний, поэтому они двигаются будто живые. Присоски могут цепляться за язык, небо и даже дыхательные пути. Каждый год фиксируются случаи удушья, вызванного этим блюдом, особенно среди неопытных туристов. Тем не менее, блюдо остается популярным. В Корее его едят с кунжутным маслом и солью. Считается, что это стимулирует кровь и придает энергию. Некоторые заказывают целого осьминога, которого едят в прямом эфире. Такие видео собирают миллионы просмотров. Другие предпочитают кусочки. Главная опасность — не вкус, а риск.
Если не переживать как следует, присоска может прилипнуть к горлу. Но местные говорят, если знаешь, как есть, бояться нечего. Сан-Накчи — это пример гастрономической смелости. Еда, которая двигается, вызывает в нас первобытный страх. Мы привыкли, что пища — это то, что не шевелится. Но в культуре Кореи это символ свежести. В этом контексте живое не пугает, а наоборот вызывает уважение. Это не просто шок, а способ прочувствовать жизнь. Блюдо, которое учит внимательности и уважению к тому, что ты ешь. Ферментация — это контролируемое разложение. И хотя термин звучит пугающе, на нем построена целая кулинарная культура. Многие ужасные блюда кажутся такими именно из-за запаха или текстуры, возникающих в процессе брожения. Хакарль, сюрстрёминг, натто — все они прошли через этап естественного разложения, который делает их ароматными деликатесами в одних странах и пищевым кошмаром в других. Но зачем люди вообще начали есть такие продукты, которые на первый взгляд кажутся испорченными? Ответ прост. В древности у человечества не было холодильников. Ферментация стала способом сохранить пищу. Бактерии и дрожжи расщепляют белки и углеводы, создавая кислую или солоноватую среду, которая убивает вредные микробы. Так родились соевый соус, кимчи, квашеная капуста и масса других блюд. Но есть и более экстремальные примеры. В Камбодже ферментируют рыбу в глиняных горшках под солнцем. Запах словно тухлая канализация. Однако блюдо считается праздничным и готовится по особым случаям. В Японии есть натто — сброженные соевые бобы. Вкус терпкий, консистенция тянется как клей. Люди либо обожают его, либо не выносят. И это ключевой момент. Ферментация не про гниль, а про привычку. То, что вызывает отвращение у одного, может быть нормой у другого. Отвращение — это не всегда реакция на опасность. Иногда это просто отсутствие опыта и культурного фона. Поэтому прежде чем судить блюдо, стоит понять, как оно появилось и зачем вообще его едят. Название яйца века звучит как маркетинговый ход, но это реальное блюдо китайской кухни, известное как пидан. Несмотря на громкое имя, яйца выдерживаются не 100 лет, а от 30 до 90 дней. Их покрывают смесью из глины, извести, соли, древесной золы и рисовой шелухи. Эта оболочка запускает щелочную реакцию, при которой белок становится темно-коричневым и желеобразным, а желток — темно-зеленым, с характерным ароматом аммиака и сероводорода. Внешне продукт напоминает нечто испорченное, но он съедобен. Многие, увидев такие яйца впервые, уверены, что они тухлые. Но это заблуждение. Внутри абсолютно безопасный и ферментированный продукт, богатый аминокислотами и минеральными веществами. В Китае пидан подают с кашей, соевым соусом и имбирем. Это обычная закуска к обеду или к чаю. В некоторых провинциях их даже считают изысканным блюдом и элементом праздничного стола. Детей учат не бояться запаха, потому что он — часть культуры. На Западе реакция чаще всего шок и отвращение. Люди не понимают, как можно есть черное тухлое яйцо. Но пидан — это урок восприятия. Наши чувства обманываются внешним видом и запахом, хотя продукт совершенно безвреден. Ферментация — искусство, а не порча. Яйца века — на отличный пример того, как то, что кажется ужасным, может быть частью древней гастрономической традиции. Все зависит от того, с какой стороны смотреть — с недоверием или с интересом. Для многих насекомые и рептилии на тарелке — символ самого настоящего кошмара. Но в десятках стран это обычная еда. В Мексике продают чапулинес — жареных кузнечиков с солью и лаймом. В Таиланде на уличных рынках можно найти скорпионов, личинок шелкопряда, тараканов и бамбуковых червей. Их жарят, маринуют, подают с пряными соусами и хрустящей корочкой. В Африке и Южной Америке едят термитов, жуков, пауков и саранчу. Это не экзотика ради шоу, а обычная уличная закуска, доступная и полезная. Рептилии — еще одна часть ужасного меню. В Азии, Австралии и Латинской Америке подают жареную змею, крокодилье мясо и даже игуан. Текстура может напоминать курицу или рыбу, но с плотным и жирным вкусом. Для местных жителей это не диковинка, а продукт с историей. В некоторых культурах считается, что мясо змеи укрепляет иммунитет, а жареные ящерицы помогают при проблемах с дыханием. Важно понять, пугающий облик не делает еду плохой. По данным ООН, насекомые — один из самых устойчивых и экологичных источников белка. Их разведение требует меньше воды, земли и кормов, чем животноводство. Поэтому в Европе и США появляются фермы по производству белковой муки из сверчков и червей. Уже сейчас выпускают батончики и пасты на ее основе. Возможно, через пару десятков лет подобные продукты будут лежать на полках супермаркетов по всему миру. Но для многих по-прежнему главный вопрос — преодолеть
Блюда из крови и внутренних органов — одна из самых спорных тем в гастрономии. В одних странах они считаются деликатесом, в других вызывают отвращение. Хаггис в Шотландии состоит из овечьих легких, печени и сердца, сваренных в желудке. Во Франции популярны кровяные колбасы, а в Польше и Германии их подают с луком, капустой и специями. В Корее едят суп сунде — блюдо из свиной крови, лапши и риса. В Латинской Америке часто используют говяжьи почки, печень, желудок и даже мозг. Эти блюда не редкость. Почему же у многих они вызывают отвращение? Причина в культуре. В странах, где в ходу чистая филе и полуфабрикаты, все внутреннее ассоциируется с грязью и страданием. Но исторически это была норма. В крестьянских семьях Европы, Азии и Африки с уважением использовали все, от головы до хвоста. Даже кровь шла в дело. Из нее делали колбасы, супы, соусы. Это был способ не только выжить, но и сохранить пищу дольше, не теряя питательных свойств. В некоторых культурах такие блюда даже считаются лечебными. Органы содержат железо, витамины группы В и белок. Кровь — натуральный загуститель и источник минералов. Однако внешний вид, консистенция и само название — легкие, мозг, кровь — часто отталкивают сильнее, чем вкус. Люди редко доходят до дегустации. Барьер срабатывает на уровне сознания. Вопрос не в самой еде, а в восприятии. То, что одному кажется жутким, другому — норма. И, может быть, именно такие блюда учат нас преодолевать границы собственных страхов. Вкусы и пищевые предпочтения формируются не только физиологией, но и культурой. То, что одному кажется отвратительным, для другого — обыденность. Например, в Индии корова — священное животное, и употребление ее мяса запрещено, в то время как в Аргентине стейки из говядины считаются национальной гордостью. В странах Юго-Восточной Азии с удовольствием едят насекомых, а в Европе они все еще воспринимаются как вызов. Но почему такие различия вообще существуют? Ответ в истории, климате и религии. В жарких регионах пища быстро портится, и потому традиции хранения и обработки еды отличаются. Там, где холод помогал сохранить мясо, возникли привычки к сырым или копченым продуктам. Там, где жара мешала, развивалась ферментация, сильные специи и быстрая термическая обработка. Религиозные запреты также формировали вкусы. Ислам и иудаизм запрещают свинину, индуизм — говядину. Буддизм часто исключает мясо вообще. Эти запреты передавались веками и воспринимались как нечто незыблемое. Культура не просто влияет на вкусы, она создает рамки допустимого. То, что за ее пределами, вызывает шок. Мы удивляемся балуту, а филиппинцы — сыру с плесенью. Мы морщимся от запаха дуриана, а жители Юго-Восточной Азии — от копченой сельди. Отвращение не абсолют, а результат воспитания и окружения. Осознание этого помогает понять: ужасная еда — не ошибка, а отражение другой системы координат. Понять — значит приблизиться. Возможно, именно в этом и заключается уважение к чужой культуре. Отвращение к пище — это не просто каприз. Это древний биологический механизм, заложенный в нас для защиты от возможной угрозы. Наш организм реагирует на запахи, текстуру, цвет и вкус продуктов, чтобы предотвратить отравление или заражение. Гнилой запах, слизистая поверхность или подозрительный цвет — все это сигналы. Не ешь — это может быть опасно. Но вот парадокс. Мы испытываем отвращение не только к испорченному, но и к тому, что для других культур считается нормой и даже деликатесом. Ученые доказали, что отвращение формируется в детстве. Ребенок копирует поведение взрослых и усваивает, что можно, а что фу. Если в семье не едят внутренности, то даже вкуснейшее блюдо из печени может вызывать брезгливость. Со временем эти реакции закрепляются, и мозг реагирует заранее, еще до того, как еда окажется во рту. Важную роль играет и внешний вид. Еда с необычной формой, цветом или текстурой вызывает тревогу даже без запаха. Мы программируем свои реакции на уровне восприятия, однако отвращение не приговор. Его можно переучить. При многократном повторении опыта мозг начинает воспринимать неприятную еду как допустимую. Пример: оливки, ферментированные сыры, острые приправы. То, что сначала казалось невыносимым, становится любимым. Иногда именно за порогом отвращения скрывается подлинное открытие. Вопрос лишь в том, готов ли человек расширить рамки своей нормы и попробовать то, что пугает с первого взгляда. После всех этих кулинарных испытаний возникает логичный вопрос: какое же блюдо считается самым отвратительным в мире?
Многие рейтинги, опросы и travel-шоу дают разные ответы, но несколько названий повторяются чаще всего. На первом месте почти всегда оказывается исландский хаккарль — ферментированное мясо гренландской акулы. Его запах сравнивают с аммиаком и гнилью, а вкус — с чистящим средством. Даже опытные путешественники отказываются от повторной дегустации, и это уже говорит о многом. На втором месте часто называют сюрстрёминг — шведскую квашеную сельдь в банке. Ее открытие сопровождается выбросом газа и зловонного запаха, из-за чего банки рекомендуют вскрывать под водой или на открытом воздухе. Реакции людей от судорог до рвотных рефлексов. Это блюдо стало мемом, но в Швеции его продолжают есть, особенно в северных регионах. Третье место, как правило, занимает балут — утиное яйцо с развившимся эмбрионом. Для филиппинцев это закуска, для западного человека — культурный шок. Причина — визуальное восприятие: перья, клюв, кости. Эстетика побеждает вкус, и это важный показатель. Однако в этом списке нет абсолютного лидера. Ужас — категория субъективная. Кто-то в ужасе от казу марцу, кто-то от дуриана. Все зависит от того, с какими блюдами человек вырос. Поэтому правильный вопрос не «что самое ужасное?», «почему это кажется ужасным?». Ответ на него в культуре, памяти и опыте. А сам топ — всего лишь зеркало наших страхов и границ. После всего увиденного и услышанного хочется подвести итог. Какие блюда действительно заслуживают титул самых жутких? И зачем вообще мы говорили об этом? Если составить условный рейтинг гастрономических кошмаров, то в него войдут хакарль, сюрстрёминг, балут, яйца века, казу марцу и живой осьминог. Каждый из этих продуктов вызывает сильную эмоциональную реакцию, но причины разные. Запах, текстура, внешний вид, ассоциации. То, что объединяет все эти блюда, они проверяют наши границы и бросают вызов нашим желудкам. Но этот список не просто шоу ради шока. Он раскрывает важные темы. Еда — это не только про вкус, но и про память, идентичность и культурную принадлежность. То, что кажется отвратительным, может быть символом выживания, традиции или даже гордости. Люди ели ферментированную рыбу, потому что не было холодильников. Использовали кровь, потому что ничего нельзя было выбрасывать. Питались насекомыми, потому что это был единственный источник белка. Сегодня мы можем позволить себе выбирать. И от этого отвыкли от многих продуктов, которые употребляли в пищу наши предки. Для путешественников эти знания бесценны. Они учат, как не попасть в неловкую ситуацию, как проявить уважение и где стоит сказать «нет» без осуждения. Главное — понимать. Ужасная еда — не ошибка цивилизации, а ее отражение. В финале этого гастрономического путешествия остается один вывод: мир велик, вкусы разные, и наш страх — лишь часть большой мозаики культуры. Ужас на тарелке — это зеркало, в котором мы видим не только чужое, но и самих себя.